Всем привет! Вы на канале Вкусно дома и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить штрудель из слоеного теста с яблоками. У этого блюда много вариаций приготовления, но я вам покажу, как этот штрудель готовлю именно я. Как всегда, все будет очень просто, быстро и вкусно. Итак, что нам понадобится из продуктов? Полкилограмма готового слоеного теста. У меня здесь 2 листа. И я всегда беру бездрожжевое. Оно более пышное и хрустящее. 3 небольших яблока. Обычно для штруделя берут зеленые, кисло-сладкие яблоки, но мне кажется, такой штрудель будет вкусен с любыми яблоками. А также по горсти грецкого ореха и изюма, 3 столовые ложки коричневого сахара, 20 граммов сливочного масла, столовая ложка меда, столовая ложка крахмала и чайная ложка корицы. А начнем мы с того, что тщательно промоем изюм и зальем его кипятком. Оставим его в горячей воде набухать, а пока займемся грецким орехом. И для начала его нужно слегка прокалить в сухой сковороде. Доводим орех до румяного цвета, так он будет намного ароматнее. Орех тоже пока отставим в сторону, пусть остывает, а мы займемся тестом. Рабочую поверхность слегка присыпем мукой и раскатаем тесто так, чтобы оно стало вдвое тоньше. Ну а дальше мы займемся яблоками, и их нужно обязательно очистить от кожуры и от сердцевины. Теперь яблоки нарежем либо пластиками, либо кубиками. Чтобы яблоки не темнели, их можно сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Но если вы все делаете быстро, это делать не обязательно. Орехи у нас к этому времени уже остыли, и их нужно мелко порубить. Для начинки у нас почти все готово. Единственное, мед у меня густой, поэтому я должна его растопить. Если у вас мед жидкий, вам уже ничего делать не нужно. Я же немножко на несколько секунд поставлю его в микроволновку. Для начала в яблоки добавим крахмал и слегка размешаем. Это делается для того, чтобы начинка не была жидкой. А теперь добавляем сахар, корицу, орехи, изюм и мед. И тщательно все перемешиваем. Сочетание всех этих ингредиентов дает такой невероятный аромат, что я уже нахожусь в предвкушении, когда же приготовится наш штрудель. Ну а сейчас нам нужно растопить сливочное масло. Я это делаю всегда в микроволновой печи, несколько секунд и готово. Растопленным маслом смазываем одну половину теста, отступая от края 1,5-2 см. Сейчас выкладываем начинку, но так как у меня 2 листа, я выкладываю лишь половину. Слегка ее разровняем. И аккуратно скручиваем плотный рулет, не забывая защиплять края. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в нее штрудель. В общем-то, уже можно выпекать штрудель, но если вы хотите, чтобы верх у него был блестящим, то его можно смазать желтком. Выпекаем штрудель в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 40 минут. Первые 20 минут мы можем оставить такую температуру, а затем можно и убавить ее до 160, чтобы он не слишком зарумянился. Готовый штрудель посыпем сахарной пудрой и нарежем на порционные кусочки. Вот и готов наш невероятно вкусный штрудель. Мало того, что он ароматный и насыщенный, он еще и очень нежный и сочный внутри, и просто воздушный и хрустящий снаружи. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые рецепты. Лично я просто обожаю такие рецепты с печеными яблоками, и это один из моих любимых. Пишите мне комментарии, как вы относитесь к таким десертам. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки в описании под этим видео. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита. Пока!